Здравствуйте, с вами Геннадий Латай. Сегодня я покажу, как правильно пользоваться горизонтальными жалюзи система Classic. Это самый простой вариант жалюзи. У жалюзи данного типа есть управление в виде двух элементов. Первый – это тросточка управления или палочка. Ее по-разному называют, сути это не меняет. И веревочка управления. Допустим, что они у вас находятся в закрытом положении, и вы хотите их поднять вверх. Конечно, можно поднять и в закрытом положении, подтянуть полотно вверх, но я это делать не советую. Можно, но я это делать не советую, потому что в этом случае веревка управления будет изнашиваться во много раз быстрее, так как полоска в вертикальном положении трет веревку, которая проходит через все отверстия данных ламелей. Поэтому лучше вам нужно сделать горизонтальное положение. Можно не строго 90 градусов, а хотя бы как-то примерно. Вот. Затем, для того, чтобы поднять полотно вверх, в принципе, тянуть можно под любым углом. То есть здесь, допустим, в частности, левое управление. То есть можно тянуть веревочку и под левым углом, и под правым. Но чтобы ваша веревка управления служила намного дольше, тянуть веревочку следует к центру полотна, независимо от того, где у вас находится управление, слева или справа. В этом случае данный зубчатый вал, вот здесь он находится, бронзового типа, у него есть зубчики, и если вы тянете к управлению, в данном случае это в левую сторону, то у вас веревка трется о металлические зубчики, о зубчики этого вала. Это не смертельно, но лучше тянуть к центру полотна, к центру жалюзи, независимо от того, еще раз повторюсь, где находится управление. Когда вы подтянули полотно на желаемую высоту, его нужно зафиксировать, чтобы оно не опускалось снова. Как это сделать? Все очень просто. Вы берете и отводите веревочку в сторону к палочке управления и резко бросаете веревку, но не выпуская ее из рук. Вот еще раз. Потянул на желаемую высоту, отвожу в сторону к палочке, в данном случае она слева, бросаю веревку, но не выпускаю из рук, чтобы вдруг, если не сработает механизм фиксации, полотно резко не опустилось вниз. Все очень просто. Далее, чтобы полотно опустить, нужно поставить веревку к центру этого изделия. Под этим углом, в данном случае это правый угол, а если бы управление было справа, то под левым углом. Но всегда это угол к центру полотна. Поставили веревочку к центру полотна и потянули немножко вниз на себя. Примерно на 3 миллиметра, ну примерно, очень примерно, потянули, срабатывает фиксатор и отпускает данную веревочку. Смотрите, тяну на 3 миллиметра, звук есть, послушайте, пожалуйста, звук. Тянем под правым углом, на себя немножко, простите, еще раз, 3 миллиметра. И далее, выдерживая такой же угол, отпускаете веревку. Можно отпускать быстро, но не бросать. Вы отпускаете, но оставляете веревку у себя в кулаке. Смотрите. Вот правильный спуск полотна. Потому что если вы отфиксируете и не будете выдерживать такой же угол к центру полотна,
то у вас будет происходить фиксация. Вот я угол не выдерживаю, я его сместил в левую сторону, и происходит фиксация, то есть я не могу полотно пустить. Но если это четкий угол, то четкий угол вправо или к центру полотна, то спокойно все опускается. Как правильно управлять палочкой или тростью? Значит, вот из механизма, из карниза выходит часть механизма. Такой себе вал. И вот нужно палочкой сделать такой же угол, под которым механизм находится по отношению к карнизу. В данном случае это вот такой угол. Это, скажем так, примерно 25-30 градусов. Вот. При этом палочку нужно держать не под теми углами, под которыми вам это удобно делать. Это касается, допустим, представьте балкон, на котором много хлама слева, справа. И хлама в смысле на полу, и вы не можете нормально подойти к крайней, допустим, левой точке, чтобы взять за палочку. Вот. При этом нужны не вот подобные углы страшные, да? Вот. А нужно, чтобы угол был абсолютно перпендикулярный к данному карнизику. Такой вот угол. Такие углы неприемлемы, иначе ломается тогда вот этот вот переходничок, называемый крючком. Чтобы этого не было, вы взяли на себя градусов 30 ровненько. Ну, конечно, допускаются небольшие углы. Когда изделие новое и механизм хорошо работает, то эти углы можно делать немножко большими. Когда механизм изношен, запылен, тогда эти углы немножко уменьшаются. То есть лучше держать прямо. И вращаете. В данном случае, чтобы полотно открыть, то есть поставить полоски в горизонтальном положении, когда выпуклой стороной находится на нас, то нужно крутить влево. Горизонтальное положение и вот второе положение. Ну, а если они находятся под таким углом, то есть выпуклой стороной на улицу, тогда открытие вправо. То есть вы просто вращаете палочку и сами видите, открывается или закрывается. И еще один маленький нюанс. Нельзя тянуть, вот, допустим, из каждого полотна выходит минимум 2 веревочки. Внизу, конечно же, они имеют вот такой вот колокольчик, соединены. Ни в коем случае нельзя опускать, потянув за одну или вторую веревку. Нужно держать их вместе, всегда вместе. Вот. Если же у вас веревочка запутанная, такое бывает часто вот в этом месте, то ваше полотно не будет опускаться. Теперь, почему еще следует опускать, ну и поднимать полотно, подтягивать вверх, когда полоска находится в горизонтальном положении? Потому что при прочих равных, если, допустим, у вас полотно закрыто, и вы хотите его опустить, то в силу того, что ламели находятся вертикально и пережимают, опять же, нить управления, то изделие под конец опускания может легко не опускаться, то есть опуститься не на полный угол или какой-то край будет припущен. Сейчас попытаюсь сделать так, чтобы вам показать. То есть, допустим, у вас под конец вот один край опустился полностью, а второй не очень. Вот. Это потому, что у вас получается, вы опускали их в закрытом, положении. Вот. То есть всегда делайте это в горизонтальном положении или приближенном положении к горизонтальному. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.